Я слегка подзадолбался, но продолжаю строить дом своей мечты. В начале мая, когда открыли дороги для большегрузов, мы с друзьями завезли на участок 44-е керамические блоки одной известной петербургской компании из 3 букв. Человек передумал строиться и продал их мне на треть дешевле себестоимости. Позже выяснилось, что у блоков очень плохая геометрия. Забегая вперед, скажу, что этих блоков не хватило на весь дом, и я докупал участников оставшиеся от строительства блоки другой известной фирмы. Было с чем сравнить. Вот эти блоки мне понравились больше, и букв у них в названии тоже больше. Вообще возведение стен я планировал доверить специалистам, но пока выбирал и взвешивал все «за» и «против», копил деньги, все стоящие бригады разобрали. Надо было или ждать, или начинать кладку самому. А тут на Авито нашел объявление, где добрые люди отдавали совершенно бесплатно 4 куба перлита, с помощью которого можно самостоятельно изготовить теплый раствор для кладки внешних стен. С мыслями о том, что, возможно, я совершаю свою главную ошибку в жизни и позже будет уже ничего не исправить, взялся за первый ряд. Начался нудный, долгий и трудоемкий процесс, который немного разбавляла звучавшая из колонок музыка. Одна из сложностей работы с керамикой – подрезка блоков, для которой нужен не самый дешевый инструмент – сабельная пила. Стоит она немного дешевле сабли Котовского. Мысли об этом омрачали мою светлую перспективу, но все оказалось не так страшно. Оказывается, болгарка с диаметром дисков 230 мм прекрасно справляется с этой задачей. А если вы решите сэкономить и не покупать фабричные половинки, а стены вашего будущего дома не подогнаны под размер блока, резать придется много. Таким же начинающим каменщикам, как я, во время кладки важно не забывать о перевязке блоков, узлах соединения внешних и внутренних стен, контролировать процесс строительными шнурами, уровнями и отвесами. Я начинал строить из блоков ЛЦР, у них очень плохая геометрия, грани завалены, и ты начинаешь постепенно делать ошибки. Я уже понял, что нужно обладать таким проекционным, геометрическим, объемным мышлением, чтобы последующий слой немножечко выдвигать относительно всей плоскости. Еще одно необходимое условие – перед кладкой замачивать блоки, иначе они вытягивают воду из складочного раствора, как верблюда из лужи, и полноценного сцепления не добиться. Кривые блоки, конечно, замедляли весь процесс. Пока я приноровился учитывать все отклонения стенок блоков по вертикали, 50% строения уже была выложена. В общем, к финалу, как обычно, все новички становятся каменщиками 3-го разряда, но дом уже не переделать и Ctrl-Z не нажать. При стыковке внешней и внутренней стены необходимо блоки внутренней стены заводить во внешнюю. Это надо делать через блок, но у меня этого не получилось, я сделал через 2. Я
Я честно старался контролировать кладку. Тем не менее, без отклонений по высоте не обошлось. 20 мм на 3 метра по двум стенам – это немного больше, чем допускает СНИП, но не смертельно. При отделке уйдет больше штукатурки. Для удовлетворения любопытства проверил вертикальность стен в квартире панельного дома 90-х годов, где я проживаю. На качество жизни это не влияет. Я клал блоки первый и, надеюсь, последний раз в своей жизни, то важным моментом было соблюдать перевязку блоков, делать разбежку, делать перевязку на углах, стараться соблюдать вертикальность стены. У меня не везде это получилось, к сожалению. Конечно, лучший вариант – это довериться специалистам, но если нет такой возможности, то, мне кажется, стоит рисковать, вооружившись теоретическими знаниями. Пока я работал каменщиком, на стройке моего друга Максима Соколова строители закончили выкладывать первый этаж и приступили ко второму. На этом этапе у Максима закончились деньги и стройка встала. Продолжать понемногу строительство своими руками он не захотел, считая, что все должны делать специалисты. Решение разумное, но очень затратное. Вскоре на сайтах о продаже недвижимости появилось еще одно объявление о продаже недостроя. Человек, который своим примером вдохновил меня на строительство, внезапно сошел с дистанции. Дальше я иду один. Практически все стены выложены, кроме стен мезонина на втором этаже. Это будет выход на плоскую эксплуатируемую крышу и стен, граничащих с бассейном. Это непростой узел, где перекрытия обходных дорожек одной стороной лягут на ростверк, а другой – на бетонный зуб переливного бассейна. Но об этом позже. А в следующем сюжете я покажу, как я делал перемычки и прогоны над панорамными окнами.